Привет, народ, значит, заказал себе вот такой вот мусат для кухни. Сейчас по-быстрому вскрываем, смотрим. Вещь, конечно, незаменимая, должна быть у каждого. Вещь, которая решает проблему с тупыми ножами раз и навсегда. Как упаковали хорошо. Штука хрупкая, керамическая. Молодец, продавец. Так, вот такая вот отличная упаковка. Это вообще плюс продавцу. И вот так вот выглядит сам наш мусат. Вот такая вот здоровая палка. Самый крупный, по-моему, я заказывал. Здесь у нас керамический стержень и пластиковая рукоятка. Так, срежем его с этой упаковки. Так, интересно, он пустой, я это слышал. Да, вот видим, внутри он пустой. Палка сама пустая, но достаточно она такие производит впечатление надежной вещи. Она достаточно толстая и такая тяжеленькая, холодная такая, прям камень такой чувствуешь. Я вот все думал, плохо ли это будет, что она пустая внутри. Но потом подумал, что когда она протрется насквозь, да мне ее на всю жизнь, наверное, хватит. Ну, в общем, сейчас я немного опробовал мусат, мне очень понравился. Просто сначала я, как только распаковал, увидел, что он абсолютно гладкий, даже вот на ощупь не ощущается никакой шероховатости. Но я решил попробовать, как же он будет такой гладкий и что-то точить. Но оказалось все очень даже круто. В общем, для тех, кто не знаком с этой штуковиной, с помощью нее можно постоянно держать ваши кухонные ножи острыми и не давать им никогда затупиться. Просто нужно периодически... Когда берешь нож, пару раз вот так махнул, и все, и дальше пользуешься. Таким образом, ножи никогда не будут доведены до такого состояния, что они перестанут резать, всегда они будут поддерживаться в остром состоянии. То есть берем и вот так вот. Несколько раз провели, уже будет результат, нож станет намного острее, режущая кромка выправится. Просто самое главное, нужно попадать вот в этот угол. Ну, то есть в угол заточки. Вот как она здесь сточена, так нужно примерно ставить и вот так проводить. И с этой стороны также примерно так же стараться попадать. Если не попадете в угол, тоже ничего страшного. Со временем рука набьется и будет уже все намного лучше получаться. А поначалу можно просто вот так вот, например, несколько раз с одной стороны провели, несколько раз с другой. Вот, ну или вот так, если примерно попадаете в угол. В общем, принцип работы ясен, но по-правильному с ним нужно вот так вот, все-таки сверху вниз. Так намного удобнее попадать в угол, держать нож и мусат ровно. Вот так вот правильно с ним обращаться. Но это поначалу, опять же, очень будет неудобно. Удобней даже, я не знаю, взять как-то вот так вот поточить. Это тоже то же самое даст результат. Нож будет поддерживаться в остром состоянии, но когда уже руку набьете, можно будет правильно, выдерживая нормальный угол, значит, править. То есть это не заточка. Мусат он не точит, он правит режущую кромку. То есть что это значит? В процессе использования ножа режущая кромка где-то заминается, где-то какие-то происходят ее искажения, затупления. И мусат выправляет эти все замины. А заточка — это уже совсем другое дело. Если у вас нож настолько убитый, что
ну, его уже невозможно выправить мусатом. Он никогда не точился, не правился. Тогда нужно его просто взять и переточить, если режущая кромка совсем убитая. Заточка — это значит съем металла. То есть, если режущая кромка настолько тупая, что она вообще даже порезать палец ей невозможно, ну, то есть, как вот этот, как обух ножа, то есть плоская, уже настолько она затупилась, то заточка — это съем металла, это вот так вот стачивание напильниками, камнями абразивными металла для того, чтобы он стал буквой В, то есть режущая кромка появилась. А мусат, он уже служит для того, чтобы эту режущую кромку, уже созданную, нормальную, поддерживать в остром состоянии постоянно. То есть вот в чем разница между заточкой. Если вы постоянно, допустим, я знаю таких людей, у них на кухне лежит брусок, камень, они берут нож и, ну, как бы подтачивают периодически об этот брусок. То есть они снимают металл, постоянно снимают металл, что делать не нужно. И нож постоянно очень быстро уменьшается и приходит в негодность, просто теряет свой внешний вид, царапается даже. Для этого нужно держать на кухне мусат. Я вот для примера даже нашел вот такой вот у себя валялся ножик, уже 1000 лет, он весь уже сточенный, неправильно тоже эксплуатировался, затачивался. Я его даже не пробовал, сейчас первый раз. Но он, естественно, ничего нормально не режет. Ну, вы видите. Берем мусат. Я даже не знаю, поможет, может его уже перетачивать, скорее всего, нужно. Вот видите, он уже начал резать. Видите, он уже начал резать, он никогда не точился, он валялся затупленный. Несколько раз провели по мусату, он начал прекрасно резать. Ну, я, конечно, его неаккуратно затачивал, тут он не по всей длине режет, но все же результат очевиден. Но этот нож я уже на нем тренировался, он уже режет прекрасно, видите, да, как он прекрасно кромсает бумагу. Давайте для примера возьмем молоточек и немножко ножичек подзатупим. Мало. Уже рвет бумагу. Берем мусат. Ну, в общем, думаю, вы заметили, сколько раз, всего несколько раз нужно провести, чтобы уже появился какой-то результат. Повторяю, если у вас ножи не настолько убитые, что их нужно именно затачивать абразивными камнями, то с помощью мусата вы будете всегда держать бритвенные острые ножи у вас на кухне. То есть ими можно будет уже реально бриться, не то что резать бумагу. Но именно в этом мусате мне понравилось... Даже мне это понравилось, что он очень мелкий. Ну, то есть он гладкий, шершавости даже не ощущается. Более грубый мусат, он бы просто снимал больше металла с режущей кромки, а мне этого не нужно. Мне нужно немного выпрямлять режущую кромку. Поэтому я, когда заказывал, даже не знал, что он настолько мелкий. Но мне повезло, пришло то, что я и хотел. Да, и самое главное, если вы первый раз пользуетесь, не попасть себе по руке, потому что как правильно пользовать мусат это сверху вниз вот так вот, и по неопытности можно задуматься о чем-то и садануть себе по руке. Для этого, конечно, предусмотрена вот такая гарда небольшая, она не настолько большая, чтобы защитить нормально руку,
но от ножа все-таки спасет, но все равно нужно всегда, именно когда пользуетесь муссатом, не думать о чем-то другом, а именно настраиваться на то, что вы делаете. Ну а то, что он немножко, я уже показывал, внутри он пустой, я думаю, это ничего страшного, он никогда за всю мою жизнь, наверное, не сточится насквозь до этой пустоты. Скорее он упадет и разобьется. Кстати, да, старайтесь, чтобы он не падал, потому что разобьется он очень легко, это керамика. В принципе, как я уже и говорил, использовать его можно как угодно, как вам удобней, так и используйте. Важен сам процесс, это правка режущей кромки, а каким она уже движением будет, это не так важно. Самое главное — результат. Когда приноровитесь, будете уже как положено, вот так уже с большой скоростью, как реальные повара делают. В общем, на этом все. Муссат рекомендую, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, делите этим видео в социальных сетях. Все это очень поможет развитию канала. Ведь вам не сложно, а мне приятно.